Сегодня хочу приготовить самые обыкновенные, но самые любимые драники в нашей семье. Без морковки, без мяса и грибов. И заодно расскажу, возможно ли избежать потемнения картошки и синих драников, и как с этим бороться. Для драников мне понадобится всего 4 ингредиента. Картофель, лук, соль да перец. И сразу скажу, что волшебной палочки против синюшных драников не существует. Этот процесс потемнения можно только замедлить. А все начинается с того, как картофель выращивали, сколько и какие удобрения использовали, когда выкопали, как хранили, да и много других факторов, на которые мы не можем повлиять, но можем выбрать правильный картофель. У меня в руках 2 картофельные разных сортов. Одна с низким содержанием крахмала, ее еще называют восковая, а другая с высоким содержанием крахмала, ее называют мучная. И чтобы драники не разваливались и не синели, нужна именно крахмалистая картошка. Но как понять, где какая? Ведь визуально снаружи определить почти что невозможно. И только при разрезе можно понять, что блестящая от влаги это водянистая, не крахмалистая картошка, а сухая, наоборот, крахмалистая. На видео может быть не очень видно, но если ножом собрать сок, то у крахмалистой он более густой такой и белый, а у некрахмалистой более водянистый и прозрачный. И если 2 разрезанные половинки приложить вместе, то у крахмалистой они слипаются и довольно крепко держатся, а у водянистой сразу отходят. Есть еще косвенные признаки, такие как более толстая грубая кожура и более плотная белесая мякоть, но без опыта довольно-таки сложно определить. И чтобы проще было понять, почему драники синеют и как с этим бороться, приведу аналогию с дрожжевым тестом. Так вот, картошка — это крахмал, как мука. Еще в картошке есть ферменты, как и дрожжи в тесте. Но дрожжи не активны, пока не добавить воды. Так и в картошке ферменты не активны, пока не открыть к ним доступ кислорода. А это происходит в момент снятия кожуры и измельчения на терке. И чем мельче натирать, тем активнее они воздействуют. И как дрожжи преобразуют сахар из муки в спирт, углекислый газ и другую органику, так и ферменты в картошке синтезируют меланин, который и является виновником потемнения картошки. Исследуя логике, чтобы замедлить или остановить активность дрожжей, а в нашем случае ферментов картошки, можно пойти 3 путями. Первое — это лишить доступа к кислороду. Второе — это подавить активность ферментов добавлением веществ, ингибиторов и антиоксидантов, тормозящих потемнение. И третье — это термообработкой, инактивировать белковую составляющую ферментов. Грубо говоря, уничтожить их теплом. Так вот, проще говоря, это, наверное, все знают, что очищенный картофель мы сразу помещаем в воду, лишая доступа к кислороду. Но не все знают, что в эту воду можно добавить вещества, тормозящие потемнение. Это соль, уксус и даже лавровый лист. И в таком виде спокойно хранить сутки в холодильнике. Держал бы и дольше, но в воде тоже есть кислород. И окисление продолжается. Да и крахмал переходит в воду, что сказывается на качестве драников. Далее обратите внимание на нож и терку. Они должны быть из нержавейки, так как ионы железа являются катализаторами, то есть ускорителями окисления картошки. И верно говорят, лук от семени дуг, от которого плакать хочется. Лично мне очень помогает, когда его в воду окунаю. Это блокирует летучие вещества и меньше раздражает нашу слизистую. И первым делом, конечно, я натру лук на терке, так как в луке содержатся антиоксиданты, которые препятствуют потемнению картофеля. И также, кто любит, можно еще чеснока добавить. Он тоже от потемнения помогает. Еще в луке много сахаров. Они карамелизируются при жарке и придают румяный такой золотистый цвет драникам. Но тут главное не переборщить. Много лука — залог горьких драников. Тоже, смотрите, натирая картофель, обязательно его периодически перемешивайте, чтобы лук равномерно распределился и защитил от потемнения всю массу. Возвращаясь к выбору картошки, лучше всего осенняя позднеспелая. И именно из старой картошки получаются самые вкусные драники, так как чем дольше она хранится, тем больше крахмала в ней образуется. Но только с одним условием, что она правильно хранилась. Иначе, наоборот, драники будут синюшными, прилипать к сковороде и разваливаться. Обычно у производителей чипсов именно та самая картошка. Такая и у меня. Она может в таком натертом состоянии отстоять 4 часа, без добавления чего-либо, и практически совсем не потемнеть. А все дело в специальных сортах картофеля, в которых много крахмала, мало сахаров и низкий гликемический индекс. Поэтому ферментам надо в 5 раз больше времени, чтобы потемнела картошка. И, кстати, натертую массу из такой картошки нет смысла отжимать или сливать. Драники прекрасно держат форму и не разваливаются. Ну а если у вас нет такой картошки, то, конечно, тогда не обойтись без веществ, тормозящих потемнение. К ним также относится и черный перец. Желательно свежемолотый, он более богат эфирными маслами. Ну и такими же свойствами обладает и душистый перец,
зеленая петрушка, укроп, так что смело добавляйте их тоже. Как уже и говорил, соль также помогает. Кстати, раньше я не понимал, щепотка соли — это что за единица измерения такая? И сделал несколько контрольных измерений, точными весами. И оказалось, что в среднем это 1 грамм. От потемнения еще можно добавить любую кислоту, будь то лимонная, яблочная, тот же столовый уксус или сок лимона. И из этой же области кисломолочные продукты, такие как сметана, кефир, греческий йогурт, творог. Только надо помнить, что в кисломолочке есть белок. И есть риск, что драники снаружи уже зарумянятся, а внутри еще полусырыми останутся. А это значит, что фермент еще активен, и у него есть шанс сделать драники синюшными. И учтите, что все эти добавки, естественно, влияют на вкус. Еще против потемнения также можно использовать соду, гашеную уксусом. Только гасить ее не в ложке, а в картофельной массе, так как продукты распада являются консервантами, тормозящими потемнение. А как бонус добавление соды придаст золотистый цвет вашим драникам, но опять-таки из-за соды они быстрее поджарятся. Лично я не люблю добавлять соду, так как она все равно оставляет хоть и еле заметный, но свой специфический привкус. Положил бы меньше соды, но тогда эффекта не будет. Но предпочтительнее всего от потемнения добавлять картофельную массу то, чего там не хватает, а именно крахмала. Он сделает драники пышными, нежными, хрустящими и при этом оставит неизменным тот самый настоящий вкус жареной картошечки. А на чем жарить, или может даже лучше запекать, решать вам. Но я предпочитаю либо на оливковом масле, оно меньше дымит и не окисляется, либо на топленом, свином или еще лучше гусином жире. Он подчеркнет насыщенный вкус драников и сделает их более хрустящими. И жир, кстати, менее канцерогенен. Насчет сковородок скажу так, что на чугунке получаются более хрустящие и с равномерным румяным окрасом, а на тефлоне уже менее хрустящие и окрас как пятнистый какой-то. В остальном разницы не заметил. На обеих ничего не прилипает. Только добавлю, что у некоторых современных чугунок страдает качество, и из-за неравномерной толщины дна разная температура поверхности. Ну вот, я дожариваю уже последнюю порцию. Этой картофельной массе уже около 5 часов, и цвет, как видите, практически не изменился. Тут у меня добавлен только лук, соль и перец. В итоге получилась такая вот гора драников. Тут сложено в 7 рядов, это около 120 штук. И все это из 4 килограмм неочищенного картофеля. Кто не готовит в таких количествах, скажу, что из одной средней картофельной получается одна сковорода. Это где-то 6 драников. Я частенько с утра на одну сковороду жарю. Я никогда больше 15 минут не уходила. Натер, размешал и пожарил. Быстро и вкусно. В такие драники добавлять муку, яйца или отжимать, только портить. А добавление других ингредиентов – это уже на ваш вкус и цвет. У меня обычно это, если что-то недоеденное в холодильнике осталось. Может, какая котлета одинокая или рис вчерашний, ту же колбасу, фарш, куриную грудку копченую, даже печень куриную добавлял. А из овощей хорошо идут грибы, простые, маринованные, кабачки, квашеная капуста, морковь. Сладкие перцы тоже замечательно. Я даже не знаю, картошке все подходит. Так что было бы интересно узнать, а какие ваши любимые драники? Или может быть есть какая-то интересная и необычная начинка? Делитесь в комментариях. И спасибо, что досмотрели до конца. Всего вам хорошего.